Знаете, относительно недавно я посмотрел фильм под названием «Области тьмы». Главный герой фильма в моменте обнаруживает препарат НСТ, который помогает ему стать сверхумным и распоряжаться жизнью со стопроцентным потенциалом. Так вот, именно с этого момента в его жизни появляются такие неприятные случаи, где его преследуют, следят, осуществляют погони, различные звонки на телефон. И все это заставляет главного героя задуматься о том, что кто-то желает отобрать у него данный препарат. И самое главное, отобрать его жизнь. Подобное проявление можно назвать гэнгсталкинг. А чтобы узнать более подробно, что это такое и каким последствиям может привести, ставьте лайки и досмотрите ролик до конца. Погнали! Слова могут показаться довольно странными и незнакомыми, но подобное определение устаканилось среди людей относительно недавно, наведя шороху в Соединенных Штатах Америки, дословно означающее групповое преследование. Подобную операцию под названием гэнгсталкинг, по мнению проживающих, могут осуществлять специальные секретные службы государств и отделов полиции. Основная и важнейшая цель подобного преследования – уничтожение и ликвидация мишени без применения физической силы. В гэнгсталкинге могут применяться различные орудия для достижения необходимого результата. Манипулирование сознанием. К жертве применяется техника НЛП, боевое НЛП и даже гипноз. Втираются в доверие, узнают слабости, страхи жертвы и давят на них, чтобы причинить максимальную боль. Обращают внимание на несущественные мелочи, которые впоследствии должны вводить жертву в состояние страха и стресса, спровоцировать преступление или рассорить с семьей и друзьями. Несчастный случай, когда жертве устраивают неожиданную автоаварию. Или в случае, если человек пешеход, на него наезжают велосипедисты или подростки на самокате. Задача ситуации – вывести из равновесия, отобрать внутреннюю гармонию и жизненный баланс. Слежка. Не каждый профессионал своего дела сможет заметить слежку за ним. Что уж и говорить про рядового человека. Здесь задача проста. Куда бы человек ни шел, он постоянно будет встречать одних и тех же людей. На дороге подрезают одни и те же машины. И даже находясь дома, подходя к окошку и наблюдая в него, можно вновь заметить одних и тех же людей. Горящие фары в его окно от уже знакомого автомобиля. Подзадача сделать так, чтобы человек был в полной панике, обращался к властям, где его просьбы будут просто игнорироваться, или получить ответ: если с вами что-то произойдет по факту, тогда и звоните. Также устанавливается прослушка в доме жертвы, и 24/7 в группе лиц слышны его разговоры, действия и даже мысли, произнесенные вслух. Все может затянуться вплоть до нанятых актеров и соседей, которые будут играть свою роль в этом негативном спектакле. А одним из главных вишенок на этом торте могут стать близкие люди, которые станут говорить о том, что вы сходите с ума. Можно прийти к определенному мнению, что гэнгсталкинг – это прямое воздействие, которое вызывает побочный эффект. Именно из-за подобных психологических атак появляется паранойя и психоз. То есть, если человека действительно преследовали, но в какой-то момент перестали, он все равно будет в каком-то напряжении, словно натянутая струна. Пожелает уехать из города куда-нибудь на отдых или в лес на пикник, то и здесь психика человека не позволит ему расслабиться. В голову будут проникать различные мысли о преследовании, о том, что он мишень и ему все время нужно бежать как можно дальше, прятаться от странных глаз, которые наблюдают за ним и днем, и ночью. Подобное гангстерское преследование можно отнести не только к преследованию со стороны преступников или специальных служб. Подобный термин также применим к жизни обыкновенных школьников или подростков, которые в случае того, если выделяются на фоне остальных, будут подвержены гангсталкингу, а также в университетах или на рабочих местах. Джудит из штата Оклахомы столкнулась с тем, что ее стали преследовать в социальных сетях. Еще в далеком 2015 году появился сталкер, который начал регистрировать девушку в Твиттере и публиковать ее адрес проживания. Такие фейки проявлялись периодически. Подавались жалобы, а они были удалены, но позже они снова появлялись. Видимо, сталкеру это не понравилось, и в очередном созданном фейке он выложил фотографию дома девушки, где она проживает, а также фото ее машины. Подобные действия вызывали полнейшее чувство страха,
Однако, к счастью, у соседей Джудит висела камера наблюдения, которая зафиксировала, что произошло в тот день. А именно, человек в маске приехал на затонированной машине, вышел и сфотографировал дом жертвы, и снова сел в машину и уехал. На этом все не закончилось. В один из дней Джудит припарковала свою машину и отправилась на работу в офис. После того, как она вернулась, машина была облита краской, а труба залита монтажной пеной. Как вспоминает Джудит, она получала на телефон сообщения со словами «подумай о своих грехах». Еще позже сталкер нашел фото родителей Джудит и стал фотошопить к ним траурные ленты, писать некрологи и постить их со словами «вся моя семья разбилась на машине, приходите на похороны». Также он регистрировал на номер Джудит десятки объявлений. В день она получала от 30 до 40 звонков. По итогу девушке пришлось переехать в другой штат, сменить номер телефона, и только тогда все преследования практически прекратились. Оставались лишь фейки, которые создавал маньяк, но спустя время он выдохся. В жизни Джудит по сей день не пришла та самая внутренняя гармония, и ей до сих пор кажется, что за ней могут следить. Как было бы здорово, если бы все решалось в два простых шага. Первое. Вы осознали, что есть человек, который вас преследует. Второе. Обращайтесь в полицию. Все. После этого все проблемы исчезают, а служба полиции оперативно раскрывает данного человека и привлекает к уголовной ответственности. В этом есть зерно истины, но, увы, есть свои недостатки. К сожалению, для того, чтобы привлечь человека к ответственности, необходимо найти состав преступления у него. Поэтому, как только вы сталкиваетесь с гэнгсталкингом, вы должны в первую очередь надеяться только на себя. А именно, фиксируйте все те действия, которые происходят в отношении вас. Делайте скриншоты сообщений, записывайте звонки, фотографируйте. Обязательно подкрепляйте свои будущие слова делом. В противном случае в полиции вас развернут и скажут, чтобы вы прошли психологическое лечение в специальном учреждении. После того, как документально подтвержденные доказательства сделаны собственными руками, остается дело за малым. Человек, который полагает, что стал жертвой сталкинга, обращается в полицию, а затем в суд. Тот рассматривает предоставленные доказательства, допустим, угрожающие письма, скрины из соцсетей, свидетельства очевидцев сталкинга, и выдает так называемый охранный ордер. Этот документ запрещает сталкеру приближаться к жертве. Нарушение требования квалифицируется как преступление против государства, и преследователь получает серьезные проблемы с законом, вплоть до тюремного заключения. То есть ваша основная задача, где бы вы ни находились, фиксировать все угрозы, которые поступают в ваш адрес. Таким образом вы сможете защитить себя, не впадая в панику и не разрушая свое психологическое и ментальное здоровье. В довершении к нашему видеоролику хочется упомянуть о том, что в теории скрытая сеть Darknet может оказывать огромное влияние на так называемый гэнгсталкинг. Ведь именно данная сеть может сливать различную информацию, которая недоступна глазу обычного человека. Там все покупается и продается. И поэтому, если вы зарегистрированы в социальной сети, имеете профиль и хотя бы одну фотографию, то вы уже оставили след в этой всемирной паутине. И будьте готовы к тому, что найдутся те самые умники, которые попытаются воспользоваться данной возможностью, захотят надавить на вас, заработать денег и другие различные манипуляции. Порой выход в сеть не всегда веселье. YouTube, Twitter. Иногда паутина затягивает в свои сети и находится тот, кто готов вас съесть. Многие случаи говорят о том, что гэнгсталкинг действительно существует, а порой некоторые из них могут возникать на ровном месте, вселяя в человека панику и потихоньку сводя его с ума. Конечно, больше всего подвержены будут люди с неокрепшей психикой в возрасте до 18 лет. Или люди преклонного возраста, которые имеют старую закалку и слишком открыты на общение с людьми. Именно им будет сложно объяснить, что это фейк, и воспринимать за чистую монету не надо. Вывод здесь прост. Не надо паниковать, когда вы сталкиваетесь с преследованием, каким бы оно ни выглядело и что не пыталось взять от вас. Как говорится, если есть проблема, то существует и решение. А если есть ее решение, зачем волноваться о проблеме? Это всего лишь очередной период жизни человека. Да, сложный, да, неприятный, но тот период, который реально преодолеть и двигаться дальше. А теперь остается вспомнить фильм под названием «Шоу Трумана», где главный актер Джим Керри попал в тот мир, где каждый подстраивается под него. Это был мир поддельный, где каждый был актером. И как только он начал подозревать о том, что все это не настоящее, это вызвало
вызвало у него дичайшую панику, будто весь мир против него, и его загнали в клетку, из которой в конце концов он выйдет. Так вот, будьте как тот самый Труман, не бойтесь, осознавайте, что происходит вокруг вас, и тогда точно все будет хорошо. Вот такая вот история. Огромное спасибо, что досмотрели видео до конца. Обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк, и до новых скорых встреч, друзья. Пока.